Давай вот эту картинку мы обсудим, она обалденно интересная. Инициация. Да, у меня их много, они... Вон там тоже эта серия, да. Ну да, тут вот такие еще эти все пачки бумаг, которые хочется показать, но про них отдельно достаточно сложно рассказывать, потому что они там не в контексте каких-то известных имен, просто в контексте каких-то известных географических мест. Это вот, наверное, голландский диплом такой редкий. Вот. Нидерландский. Он вместе пришел с нидерландским архивом, где от 17 века до 20 века всякие документы, связанные там, например, с историком истории евреев в Голландии. Тот человек, который стал, там вся его частная переписка. И вот там вот внезапно тоже такой диплом, выданный в Брюгге, насколько я помню. Единство, мир и равенство. А это вот у нас швейцарская, Женева. При этом он пришел у меня вместе с документами французского мэра, вроде как абсолютно не масонский документ, он вот представитель короля, Сан-Жак Лево, мэр Кале. Кале – это побережье. И потом я нахожу, что именно этот человек как бы был основателем в Кале масонства, первой масонской ложи. А год здесь есть? 1786 год. Ага. Да. Вон там, на том документе. Это просто, на этом тоже близкий 88-й, по-моему, да, видишь, вот 1578 год, то есть 5788 это 1788, просто плюс 4000. Это самая эра делюкс, эра света считается плюс 4000 в масонстве, да. Дореволюционная Франция. Дореволюционная Франция, да. Ну, у нас есть и во время революционная Франция. Давай, и может, после. перейдем теперь к истокам. к самому началу. Истоки у нас приближаются к английской революции, да, с 17 века, ну, может быть, даже еще раньше. Вот самое раннее, то, что мы покажем в музее, это в пространстве, которое называется «Истоки масонства», потому что это вроде как не, то есть прямые там предтечи масонства, как вот Розенкрейцера, да, вот у меня есть книжка там «Букалини», с которой списаны как раз розенкрейцеровские манифесты. Это 1617 год. Это просто такое как бы сообщество, которое является, скажем, гумусом или корнями уже даже масонства. Вот, но даже... Ну, розенкрейцеры, да, и вообще гуманисты. Вот, наверное, самая ранняя книжечка у нас тут это Фичино, 3 книги о жизни. Как известно, Марсилио Фичино это тот, кто вообще привнес этот герметический дискурс. Он перевел трактат про Гермеса Трисмегиста, который называется «Асклепий», да, по заданию Медичи. И эти 3 книги о жизни, тут о влиянии звезд на жизнь и так далее, он был такой как бы, ну, ренессансный мистик, ученый, маг. Да? И эта книжка это имело прикладное значение, то есть он лечил? Да, тут написано, тут диета в этой вот 3-й книге, то есть в 1-й книге это диета, как надо кушать, что, например, там вот как вот на желчь влияет там такое-то, вот жирный сыр и там красное вино не надо, там, то есть такие диетические советы. Интересно, Медичи соблюдал эту диету? Я думаю, нет. Вот. Астрологические тоже, вот 3-я книжка это астрология, вот, и видно вот, что это издана еще книжка как инкунабула, то есть те книги, которые были первые в 15 веке еще собраны, но она издана в 16 веке, 1518, но я думаю, что скорее всего даже 517 год, вот эта книжка. Она во Флоренции печаталась? Она печаталась, скорее всего, вот я, к сожалению, не знаю этой печатной марки, потому что ранние печатные марки, вот на которые еще скорее даже это знак издателя и такая проба шрифтов. Ну, это знак издателя, да. То есть они печатались вообще где-то в конце инкунабулы и так далее. Она не на титуле. Титул вот здесь просто латинский. Вот Марсилий Фичино Флоренский, да. Костя, секрет бессмертия тут есть в этой книжке? Секрет бессмертия нет нигде, потому что бессмертия нет, и трансгуманисты могут уже уходить от наших экранов. За что же Медичи платил свои денежки?
Это, может быть, сегодняшние руководители некоторых стран пытаются платить свои денежки, чтобы жить вечно и использовать там все древние знания. Тогда, конечно же, тоже была надежда, что древние знания там научат нас там летать или как-то влиять на людей просто руками, крутить в воздухе, не знаю, все что угодно. Но на самом деле это было смешано. Медичи же был, ну, практическим человеком, правителем, там, знаешь, стратегом, рациональным и жестоким человеком. Ну, вспоминаем Макиавелли там и так далее, Ну, разумеется. да, но Макиавелли на свой страх и риск, там ссылки от чего-то такое писал свои трактаты, а от Марсилия Фичино, судя по всему, пользовался, ну, благами жизни, Ну которые да. он получал от Медичи. А зачем было правителю использовать свои ограниченные ресурсы вот на все на это? Вот многие ученые считают, что греки, так как они не любили магию, не дали толчок эволюции к техническому прогрессу, потому что, ну, античные, это римляне, греки, то есть они, в принципе, имели и паровые машины, они имели какие-то приборы измерительные. Ну, мне кажется, что они пользуются еще даже более какими-то древними источниками, там, египетскими и так далее, говорят там о диаметре Земли, который был достаточно точно измерен достаточно в раннее время, да. И вообще слово геометрия — это из наука измерения Земли, да, геометрия, которое ключевое слово для масонства. Так вот, у них не было желания поманипулировать, поуправлять миром, так как ты сказал, что вот Медичи был человек практический, и магия тогда, да сейчас даже многими науками, особенно в начале 20 века, в эпоху модерна, так и воспринималась как магия, как способ сделать все, что угодно, что ты хочешь. Вот, то есть, скажем, ученым они сделают нового человека, там, да, все что угодно. То же самое, наука может быть через какой-то лаг, то есть там не прослеживалась цепочка последовательностей, да, то есть был как бы заход, какое-то желание и вот какой-то результат. И вот магия в том, как раз, что вот ты не знаешь последовательности, а наука в том, чтобы эту последовательность установить между твоим движением и последствиям. Поэтому магия — это наука о манипуляции, это наука о влиянии там, человека на жизнь, на свою, на чужую, на среду, на государство и так далее. Поэтому здесь практически абсолютно практические цели были. Но при этом, конечно же, история, связанная с обнаружением древних знаний, она развивала и культуру, вот, которая тоже являлась, в принципе, визитной карточкой Флоренции, Медичи, разумеется, что для него окружался специально. Вот, если тебя послушать, что значит, ну вот Медичи, он хотел найти как практические секреты, действительно, как воспрепятствовать разлитию желчи. Допустим, его дядя умер от разлития желчи, вот он находит Марсилия Фичино и говорит: найди мне вот способ, ну, сохранять человека здоровым, будь это диета или там магические действия, или еще что. Ну или чтобы здание, там вот мы можем построить там 10-этажную башню, а я хочу построить 15-этажную башню. И тогда я буду победителем всех, Пиза и так дальше. И дай мне вот такой практический секрет. А от Марсилия говорит Фичино, вот как тебя послушать, я это разработаю, но с лагом, то есть мне надо там 5 месяцев, условно говоря. Потом проходит 5 месяцев. Но Медичи разочарован, Фичино говорит: ну мне еще надо 5 лет поработать. То есть как бы, значит, вот это такое, значит, постоянная отсрочка, пока в конце концов этот Медичи уже там сам не умирает от разлития желчи. Вот как-то так это было, что ли? Но я бы все-таки говорил о продукте, который они создали. То есть, во-первых, мы понимаем, чего они хотели. Они хотели найти древние знания, на основе этих вот древних знаний получить какие-то, сделать новые знания и умения для себя, да? И поэтому понятно, что они хотели каких-то результатов и пользовались какими-то попутными результатами, которые они получали, в том числе астрологию, медицину, да, вот те, что они пытались найти и находили какие-то советы в античности, там, в арабском мире, которые там через Восток все возвращалось, то, что со времен Средневековья уничтожалось. Они в это верили, что правда идет с Востока. Ну да, абсолютно. Свет с Востока. Абсолютно, но откуда у нас Гермес Трисмегист? При этом, когда Фичино переводил Герметический кодекс, он был уверен, что Трисмегист — это примерно ровесник Моисея, а потом уже только стало понятно, что это вопрос первых 3 веков нашей эры, когда было такое брожение, создание нового мифа, это гностический как бы персонаж. Но... Скажи, это было характерно именно для масонов, то, что они искали знания
на Востоке? Ну, например, гуманисты В искали... данном моменте мы говорим «будет» для масонов, потому что в этот момент вроде масонов как бы формально нет. Есть какие-то строители готических соборов, которые абсолютно отдельно, да, вот, и есть гуманисты, которые отдельно в этот момент, как бы, да. И вот если мы говорим о моменте где-то, где может быть масонство интегрирующим как бы штукой в этом, то это религиозные ордена, то есть те же тамплиеры, которые тоже пошли на восток за знанием, да. И в принципе это еще до гуманистическая история, но то, что тамплиеры нашли на востоке по там, убеждениям масонов, да, будем говорить, они дали на толчок. Востоке, географическом Востоке, они были крестоносцами, то есть... Ну, на Иерусалим, Ближнем Востоке да, фактически, на Ближнем, да. То есть то же самое, что делали все, вот что делал Медичи, почему как бы там был и Фичино, и там и Пико дель Мирандола, который ввел христианский дискурс Кабалу, да, они все тащили с Востока, через, там, Николай Кузанский через, ну, это уже мы говорим про немцев, но это примерно просто тот же период, ранний как бы Ренессанс, когда он ищет старые какие-то манускрипты, то, что там осталось от Александрийской библиотеки или не осталось, или, в общем, то, что идет там через Константинополь, вот, из Израиля и так далее, из арабского мира. Гуманисты, вот, И восстанавливаются как раз переводы античные, которые были утрачены уже на греческом и латыни, и обратно переводятся там с того же арабского, например. Основное русло-то гуманистов искало правду и красоту в античных развалинах прямо тут же. Там время во Флоренции, где еще они находили развалины, вот они их раскапывали, там фрески, там, значит, тексты, они расшифровывали эти тексты. Да, они да, учились там законам гармонии и так дальше. Вот от этого они строили свои храмы, как Капитолий стоял. Время еще очень долго. Ренессанс. Но вот то, что ты говоришь, все время ты говоришь о том, что вот эти твои люди, ну, предшественники масонов, они искали вот всю эту правду и красоту на Востоке. Но не под ногами, только. не в античных руинах, а в крестовых походах. Восток сохранил античность. Она очень сильна, потому что там уже, и при том, что и сам Восток как бы во многом повлиял на античность, то есть как бы Египет породил, можем сказать так, и Грецию, да, Греция, там Рим и так далее, что здесь есть цепочка, начиная там с крито-микенской культуры, которая подобна во многом, наверное, египетской, скорее всего, была связана с Египтом, потом греческая ранняя культура. И, конечно же, они понимали, что мир был в античности как-то интегрирован, это знание было более-менее единым, поэтому они его ищут и там, и там. Именно поэтому Фичино организует платоновскую школу, да, в том вот особняке, который дал ему Медичи там во Флоренции. И, значит, получается, что тут же они имеют и неоплатоников, вот, например, книга Ямблиха, то, что ритуальное, да, неоплатонизм, вот, о сирийских мистериях, да. Тоже мы говорим о Египте здесь, и потом позднюю романскую эпоху, если там все помнят, там Апулея, там абсолютно египетский пантеон, там Исида сплошная. Вот, то есть вот эти все первые века нашей эры, как раз время неоплатоников, Золотой осел. да, они как бы очень сильно искали правду как раз в Греции, ой, то есть в Египте. И здесь, кстати, это книга на каком языке? Это книга билингва, это латынь и греческий. Вот, издана она как раз уже масонской организацией фактически, Societas Rigae, это первая академия наук в Лондоне. Да. Это Королевское общество. Королевское научное общество. Да. Да, оно было и учреждено, например, один из первых фаундеров это Морей, это первый известный масон. Там в кофаундерах тоже был, ну, в сооснователях, например, Элиас Эшмол, вот второй известный масон. Вот то, что у нас его есть книжка об истории. Это тот, который основал библиотеку в Оксфорде. И первый частный музей, да. И вот его книга об истории Ордена Подвязки, тоже прижизненное издание. Еще он издал химический театр Британикум. А у тебя есть Орден Подвязки? Орден Подвязки только в изображениях, именно связанных с гербом. Потому что вот тут я помню с детства, когда читал «Три мушкетера», я все думал, что за подвеска такая. На самом деле, это понятно, что важный орден, некоторые его даже связывают с алхимиками, что изобретением пороха и так далее, потому что он, по-моему, был немножко синхронен. Но вот здесь вот тяжелая вещь, это прикаминный столик для горячей тарелки, да, и здесь вот видно ну это уже первая половина 19 века, его здесь
английский герб в обрамлении масонских символов, а, как известно, центр и основа масонского, как бы, английского герба — это орден подвязки. Вот он, пожалуйста. И пусть стыдно будет тем, кто плохо об этом подумает. На латыни там написано, да. Вот. И при этом... Это также лев и единорог, да? Ну да, это как бы соединение Шотландии и Британии. Вот тут. И Ирландии. Вот тут вот еще символы. Это Вот. союз 1707 года. Если... Ну вот, да. И здесь как раз вот эти... Мы по гербу можем видеть, что это то есть вторая четверть 19 века. 19 века. Тут мы говорим про 17 век. Масонство тогда еще абсолютно закрыто. Оно не является публичным институтом, оно только для очень узкого круга не говорящих людей, что они масоны. Тут там был и Кристоф Рен, великий архитектор Лондона и собора Павла, да. Вот, там были и основатели Королевской академии. Предысторией этого кружка мы считаем как раз розенкрейцеров, вот, и там в том числе там вот и Бекона, который как бы формально не розенкрейцер, но вообще формально розенкрейцеров практически-то и не было, потому что все люди, которых мы принимаем за розенкрейцеров сейчас, они там писали свои розенкрейцеровские трактаты, а в конце писали: «Эй, розенкрейцеры, вот смотрите, как я интересно написал, возьмите меня в розенкрейцера». То есть, по сути, это был такой литературный миф, как примерно, что пародируется в «Маятнике» Фуко, Умберто Эко. Да? Но алхимиками они были. Алхимиками были, вот, например, книжка химического театра, 3-й том, 1659 год. Это сборник всех алхимических трактатов, известных на то время. Книжка явно рабочая, судя по маргиналиям. Видели, здесь все исписано. Вот, и как у того же Умберто Эко в «Имени Розы» кажется, что листать эту книжку, слюня пальцы, лучше не надо. И, конечно же, масонство очень сильно базируется на алхимии, и в ритуалах используются вот эти понимания: огонь, вода, земля, воздух, и слово градусы, и степени, они, в принципе, во-первых, там и связаны во многом бывают по названиям, и вообще сами понятия. И идея, опять же, спекулятивной химии, спекулятивного строителя, да, они похожи, потому что алхимик, в принципе, добывает золото лишь как побочный результат, а не как самоцель. Самоцель для него — возгонка именно души. Кстати, слово «сублимация» как раз фрейдовское оттуда. Да, но это был прямой путь к современной науке. Роберт Бойл, например, Именно. один из основателей Королевского общества, масон. был алхимиком. И алхимиком, и Ньютон. Травился и ртутью. потом он основал современную химию, вот этот закон Бойля, Мариота и так дальше. Да, Но он продолжал заниматься алхимией, для него, в общем-то, не было вопросов. Вот. То же самое с Ньютоном. Ньютон травился парами ртути, он при этом возглавлял монетный двор, и в этот момент он уже стал скрывать, что он алхимик, чтобы никто не подозревал, что алхимик там делает монеты в английском монетном дворе, да. Но при этом как раз это абсолютно одна и та же вот эта среда, которая не родила масонство, это уже масонская среда, потому что тот же помощник Ньютона, Дезагулье, его друг младший, да, и помощник, он как раз автор масонских ритуалов в 20-х годах, когда масонство в 17 году 18 века открылось. Андерсон там сделал конституцию, а Дезагулье уже в 20-е годы дорабатывал как раз ритуалы масонства. Вот Ньютон был глубоко верующим христианином. Абсолютно он мистик. Верил и в Христа, и в Апокалипсис, и писал подробнейшие комментарии на Апокалипсис, многотомные, которые до сих пор люди этим занимаются, потому что они толком еще не опубликованы, но люди пишут об этом, значит, научные работы. А вот, например, Бойль вряд ли был таким уж христианином. Расскажешь чуть-чуть об отношениях между христианством, между организованной церковью? Это важно, да, потому что изначально гуманисты, они же были в оппозиции к схоластам, которые базировались там на Аристотеле, были религиозными мыслителями и были сторонниками индукции. Когда у нас целая концепция мира вроде как ничего, то, что там видит Галилей в свой телескоп, это его личная галлюцинация. Это никак не связано с тем, что у нас вот как бы понимание мира правильное и так далее. А дедукция, которая родила и стала двигателем науки, о которой говорит уже Бекон вот в этой книжке, говоря, что у нас есть только опыт,
и из этого опыта, из этой детали мы создаем уже целое, да, то есть мы видим одну планету, как она крутится, мы понимаем, что что-то еще рядом должно крутиться, и мы в этой системе находимся. И из вот этих вот деталей, которые там увидел Галилей там, или додумал Коперник, да, то есть мы создаем мир уже. То есть это обратная абсолютно связь, и как раз она была оружием гуманистов и орудием исследования мира гуманистов. И поэтому относительно официальной церкви, почему этот конфликт был он идеологический, абсолютно даже вот на уровне мысли заключения, что эти мыслили от общего к частному, эти от частного общества, гуманисты. И вот конфликт между гуманистами и официальной католической церковью, в принципе, он в какие-то моменты обострялся, то есть нас сожгли Джордано Бруно, мы помним, да, вот, особенно вот после реформации. А Англия, как сторонница реформатской церкви своей, да, впоследствии абсолютно эгоистического желания там одного из значит, монархов, да, развестись, вот, оторвалась от католической церкви, и тут же было влияние еще Венеции. Кстати, вот здесь мы видим уже связь с итальянским ренессансом английской мысли, вот через Венецианскую республику, через вот эти вот связи в оппозиции к официальной церкви. Вот. И, конечно же, Англия в этом отношении победила во многом и в противостоянии с католическим миром, в том числе и с Испанией, когда вот мы помним Елизавету, да, потому что они базировались и опирались на науку, они развивали науку, и это было именно в контексте вот этого гуманистического движения, в контексте движения, связанного с натуральным опытом и исследованиями. И опять же с масонством. Но масонов подозревали всегда, ну, католическая церковь, например, в том, что они еретики, они не соблюдают, там, не ходят на исповедь и так дальше. А как ты думаешь, может быть, ты покажешь какие-нибудь экспонаты из своей коллекции на эту тему, что были, наверное, такие масоны, которые и состояли лидерами или верными членами своей ложи, и ходили на все службы, и у них это все совмещалось очень легко. Или как это было? Мы имеем, конечно же, противостояние с католической церковью, хотя даже до сих пор вот была Климента XII, связанная с запретом масонства 1738 года. Вот, например, у нас есть, празднуется 250-летие ее, ну, как бы празднуется в кавычках, что Климент XII запретил в 1938 году, 23 апреля, своей буллой масонство. И вообще она действует до сих пор, между прочим. Да? Да, но все равно как бы сближение с католической церковью существует, то есть они достаточно коммуницируют, и, например, поляки и поздравляли папу, польские масоны, например, вот недавно поздравляли папу с восшествием на престол, получали ответ от него. То есть пока просто Иоанна Павла II, наверное, да? Да, именно. И поэтому они еще не разрулили, конечно, этот конфликт полностью, но коммуникация есть. Но то, что касается христианства вообще, так масонство, оно абсолютно христианское. Я как раз хотел тебя спросить, верно ли, что масоны, или масонские ложи, точнее, лучше себя чувствовали в протестантских странах, чем в католических и православных? А вот получалось, что да, в протестантских странах масонство родилось, развивалось, и они друг друга поддерживают. И до масонства. Шведская система, шотландская Ну да, система. ну и даже еще начиная от Елизаветы I, когда, вот мы говорим про орден подвязки, там Джон Ди, Уолтер Релли, вот с его кружком как бы «Любители ночи», вот, кстати, книга Уолтера Релли, он был другом Джона Ди и возил ему даже какие-то индейские древности. Они ведь предполагали, что действительно была единая цивилизация какая-то, связанный мир. В Америке тоже была цивилизация. Вот он обсидиановое зеркало Джона Ди, скорее всего, было привезено Уолтером Релли из Америки. Джеймс I, король, нашел себя в этой карикатуре вот с грудями, и эту книжку, первый тираж, уничтожил. Хотя при этом, вот эта история, да, его, будучи в Тауэре, Уолтер Релли, когда он был другом и любовником Елизаветы I, да, вот, но когда пришел уже Джеймс и вот стал пытаться примиряться с Испанией, он активный, как бы, ведущий войну с Испанией, и был заключен в Тауэр, потому что, ну, вот, как бы, не оправдал ожиданий Джеймса. Он его сына учил, принца, и он посоветовал Джеймсу I выдать Елизавету, дочку Джеймса, за князя Пфальцского. И тогда ему дали орден подвязки пфальцграфу,
И вот эта свадьба между Елизаветой и пфальцграфом в начале 17 века была прообразом химической свадьбы Христиана Розенкрейца. Да, и она, кстати, вот эта принцесса финансировала королевское общество. Да, и Джон Ди как раз вот в свое время это поддерживал. И потом, когда во время значит, смены престола уже в 1714 году пришел внук Елизаветы, просто ближайший родственник, не католик, нашелся внук Елизаветы. Он занял в 14 году трон, и он в 17 году этого века, 18 века, значит, открыл масонство. Джон Ди был Да. потрясающей фигурой, он Джон был Ди. и мистиком, ну и, прямо скажем, магом. Да. И типа гипнотизера, если переводить на Да, наш да. язык. Но он тоже был международным шпионом. И Именно, таким 007 стратегом, его позывной. Мы бы сегодня сказали геополитиком. 007 его позывной. А сын Джона Ди был шпионом уже у Романовых, первым английским шпионом во Франции. Он жил при Федоре, при первом Романове. Федор Михайлович. Михаил Федорович. Михаил Федорович. Михаил. Он, да? Да, сын- он был он доктор Ди. лекарь, Доктор доктор Ди. Ди, да. Да. Но он, Джон Ди, он Мгм. ориентировал британскую корону на завоевание севера. И потому вообще что на колониальное он рекомендовал направление. разделить типа сферы влияния. Вот испанцы пускай занимаются Южная Америка. Южной Америкой, вообще тропическими морями. Да. И Южной Америкой, и фактически Индийским океаном. Да. А вот там на севере, вот там, значит, несказанное богатство и путь в Китай. Мгм. И, значит, действительно вот эти путешествия британских моряков в Северные моря, то Да. есть фактически в Белое море, были предприняты там, где они в конце концов встретились с Иваном Грозным. Да. Они шли, пользуясь картами, которые Джон Ди нарисовал по своему наитию, значит, общаясь с другими мирами. Он Или рисовал как раз из карты. древних источников. Карты путешествия в Китай по, значит, Северным пути. по северным путем. Да. Я сомневаюсь, что у него были древние источники на тему, значит, Они- арктических высот, вряд ли. Они Это была его искали чистая древние. фантазия. Ну, так за это что был, эти- да, за что рабочие. эти британские моряки и поплатились Да. кораблекрушениями в Белом море. Но как раз карты это был предмет как раз и ренессансной охоты, и вот охоты английской короны, потому что это очень важно, и скорее всего эти карты подтверждают какие-то существования исследований морей и очень хорошие подробное картографирование еще в античности и до античности. Этими картами они пользовались. И вот как раз Релли тоже очень сильно пользовался, значит, советами Джона Ди, и в своих... Ну, кстати, вот штат Виргиния назван как раз Уолтером Рейли в честь Елизаветы I, да? И город Рейли как раз есть в Америке. Вот. То есть они были вот такими людьми, которые поддерживают как раз протестантскую вот эту часть мира христианского, которые занимаются исследованием. Но, кстати, Джон Ди из-за вот Бэкона в конце концов был как тот ребенок, вылитый с водой, потому что его стали считать просто магом и каким-то ненаучным чуваком. Да. А на самом деле просто ренессансный человек — это вот именно рисунок Джона Ди, когда он весь в такой науке, которая еще не отделена от магии. И интерес Джона Ди уже после вот этого революционного научного всплеска, он потом вернулся, и вернулся не зря, потому что действительно научные как бы и ядра были в его работах. Джона Ди как бы мало, конечно, его нету вообще ни в каких продажах, его там нашли дневники внутри стола, который был продан, его нашли там уже в конце 17 века, во второй половине его, там часть даже сожгли, и, в общем, его наследие, оно очень маленькое. Знаешь, есть словарь ангельского языка, Да. который он, будучи, если не ошибаюсь, в Кракове, значит, Да. у местного графа. Да, он до Польши доехал, до России не Да, доехал. он там был вместе со своим компаньоном, который имел талант общаться с другими сферами, с ангелами, Да. на неизвестном языке. Да, Келли. И слушая общение этого парня, молодого парня. Келли, значит, по-моему. Келли? По-моему, его зовут? Келли, да. Значит, вникая в детали этого общения с ангелами, Ди написал словарь ангельского языка. Да. И он недавно опубликован. Я пытался его читать. Ну, с Мгм. комментариями он переведен. Но тоже это считают первой криптографией, как
ну, криптография как способ работы секретной службы. Но есть еще более ранние криптографические опыты Тритемиуса, например, то есть стеганография, книга Тритемиуса, тоже гуманиста, она и при этом абсолютно включенного в церковный дискурс, то есть он был монахом, вот, она была издана, конечно, намного раньше, стеганография, но она целиком не сохранилась. Ну, Вот. секретная служба использует эти шифры да. для передачи секретных сообщений не просто, значит, ну, не для общения с ангелами, а для Для передачи общения друг с другом, для общения да. с, ну, шпионов. Друг На с другом, самом или деле, шпионы доносят королеву. самое И Джон лучшее... Ди, вот, как бы доказано, что Джон Ди использовал этот ангельский язык для типа коммуникации. Самое лучшее для исследований по Джону Ди, наверное, вот то, что я читал, это у нас Фрэнсис Йейтс написала по исследованию в библиотеке. И сейчас, недавно в Питере, буквально в прошлом году, вышла книжка дневника Джона Ди, личного совершенно. И там прям видно, как он, то есть все его коммуникации с королевой, то есть как она к нему приехала, он к ней. То есть такой быт, в котором мы читаем просто вот... Ну, не знаю, вот больше всего мне интересно всегда, вот как люди общаются, потому что вот гуманисты, так же, как и масоны, это очень важная история, что они были трансграничным научным обществом, которое все время искало и друг другу там, ой, смотри, вот что я нашел. Космополиты. Да, и действительно, там Томас Мор пишет в предисловии к Петру и Гиде, что вот мы вот эту историю про утопию слышали вот в Амстердаме, да, и тоже сразу видится, как вся эта география Ренессанса и Северного Ренессанса является единым таким интеллектуальным ландшафтом, и который немножко противостоит при этом официальной точке зрения, там, католической и так далее, и который похоже именно на масонство, то, что оно закрыто, может быть, не потому, что оно прям вот совсем секретное, там, в 17 веке было, да, но потом это, в принципе, сейчас можно в интернете прочитать любой ритуал. Хоть это не по-масонски, как бы нужно в нем поучаствовать, иначе нифига не поймешь, типа, да, но при этом найти можно все, что угодно. Жан-Мари Рагон, француз, автор многих книг про масонство и их ритуалов. Это его гражданский паспорт. Так вот, он в 1850 году, спустя, получается, сколько у нас, 17-го, ну, я считаю, где-то с 20-х годов 18 века, потому что тогда только оформился ритуал до конца, первый масонский ритуал, когда появился 3 градус. Все думают, что 3 градуса это было вот прям вот до революции. Покажи нам вот эту Сейчас, табличку. Ну, табличку позже, да. Вот, то есть он тогда в 1850 году уже насчитал 1000 градусов, порядка 1000 ритуалов масонских. Ну, не все же они были такими мирными космополитами и кабинетными учеными. Они принимали полное участие. Ну, сначала в колонизации, в имперской экспансии, значит, Англия, например, вот на север, это мы уже чуть-чуть упомянули. И, ну, и тоже это были люди, которые были шпионами, лекарями, астрологами при принцах. То есть меня всегда интересует, ну, наука, конечно, да, там Бойль, Мариот — это как бы абстрактное знание. Но на самом деле наука развивалась прежде всего как прикладная наука. То есть вот как помочь правителю, значит, допустим, как помочь ему предсказывать будущее. Но мы начнем с Ренессанса, там построить мост или пушку, там тот же да Винчи. Как помочь ему построить пушку, как помочь организовать армию, как нарисовать карты неведомых еще земель, где никто не был. И найти эти знания, потому что шпионы как раз это тоже про поиск знаний, да? То есть тут, значит, гуманисты ищут в античности, а шпионы в других странах. И шпионом, конечно, вот считается, что и Фрэнсис Бэкон тоже был Secret Service таким товарищем. И вот в масонстве, например, вот эта медаль напрямую принадлежала генералу Кокерилу. Это один из... Он руководитель intelligence британской в то время, когда она еще не только начала разделяться на военную и гражданскую, там Ми-5, Ми-6. Вот он руководил просто вот разведывательной службой, был парламентарием и масоном. Вот вполне его масонский знак. Расскажи нам чуть подробнее об организации масонских лож. Как это вообще все происходило? Ну, вот после того, как английская ложа вот заявила, что она есть, да, она стала выдавать патенты другим ложам, то есть там первые ложи, вот у нас, например, гравюры начала как раз 18 века, где мы видим первые на то время образованные ложи, да. И мы начали про то, как в протестантском мире масонство хорошо развивалось в начале, но потом вот
У меня есть книжечка как раз «Шевалье Рамсея», который был якобитом. И он придумал вот эту 30, ну как был, скажем, у истоков этого 33-градусного масонства, то, что называется Scottish Rite, да, шотландский устав, да, вот, он его продвигал во Франции. И во Франции как раз очень сильно пришелся ко двору, так скажем, вот эта идея благородный Господь, солидный Господь для солидных господ, да, когда не та идея английского масонства, равенства и братства, а идея вот этого престижа, кавалеры, шевалье и так далее. И вот этот вот продвижение по градусам туда, в сторону тамплера, вот есть, вот, например, такая табличка, мы хотим в музее сделать вообще общий план всех масонских систем. И мы уже видим, что не получится одна, как бы общая схема, потому что они, ну, не связаны часто. Вот, но вот на примере Йоркского устава, который вот Королевская арка в Америке, или царственного свода еще переводит вот этот ритуал, он вот соединен был из 4 разных ритуалов. И вот соответствие 33-градусного масонства, это этого шотландского масонства, да, которое как раз с якобитских лож начинается. И во Франции как раз масонство вполне католическое, оно принимает женщин и мужчин. Вот есть, например, французский ритуал у меня 18 века, по которому, кстати, работала Калиостро здесь, в Латвии. Вот это рукописный ритуал 18 века, ложь d'adoption, где принимались и женщины, да? Это была особая ложа, куда принимались женщины? Да-да-да. Но во Франции вообще они принимали женщин. То есть все, это стало таким салонным фетишем, да, во многом, да. То есть, во-первых, там были и Людовики, и короли, и жены, значит, и жены часто возглавляли именно ложи, как Великий Восток Франции. А в Англии этого не было? В Англии это было чисто В Англии мужское, конечно, потому что это строители. И были как бы такие оказии, что оказывалась женщина в масонстве. Но, или вот, например, ну это, правда, французская история. Вот недавно продавались документы Шевалье де Оон, тоже как раз шпион очень который известный. неизвестный мужчина или женщина? Да, он был масоном. И как раз в этом лоте... Или да, она была масоном? Да, в этом он был как раз и у Анны Иоанновны разведчиком сначала, потом в Англии, как раз в 750 году его приняли. Лекарем тоже был. Да, в масонство, прикладной был человек. в ложу бессмертия, как раз вот мы говорили про бессмертие. Он был, я помню, он был в одной ложе с Бенджамином Франклином. Его приглашали вот в этом лоте, который продавался. Мы его не смогли купить, мы шли, дошли до предела, и мы уверены, что мы тот предел, на котором бы могли победить, еще не достигли много, то есть там бы нас перебили все равно. Вот, то есть там его 45 писем ему, где приглашение как раз от 9 сестер, где был Франклин, Вольтер, вот эта ложа, которая повлияла и на революцию, и на вообще как ложа, такой знак эпохи просвещения, и та ложа, которая... Они где-то собирались, да? Не, это парижская ложа такая, вот, и там же они это самое воздействовали, да, на Франклина и вообще повлияли на формирование Соединенных Штатов на самом деле. Потому что и у Вашингтона, друг Лафайет, вот фартук Вашингтона, известная там гравюра, где Вашингтон закладывает камень Капитолия по масонскому обряду. Вот, это все пришло к ним из Франции, ну, как бы вот именно эта часть, потому что так-то масонство в Америке было с начала 18 века, фактически там со второй половины оно уже пришло туда, но вот этот всплеск все-таки вот среди президентов, вот Вашингтон, вот как раз президенты масоны американские, Вашингтон с другом Лафайетом именно во время вот их войны за независимость, и он вполне себе так вот проникся этими идеями. Франклин был давно в масонской ложе, но французы его тоже приютили. Во многом его коммуникация с французами была связана с масонством. И на самом деле у нас много президентских артефактов. Вот тот же Труман, да, президент США, здесь его подпись в качестве масона 33 градуса, да. 33 градуса это очень высокий. Ну, да? это вот по вот этому именно Scottish Rite, то есть это 33 градус, самый высший, да, это там Кадош, рыцарь, да. Хардинг, тоже президент США, и Шрайнер, он был масон и Шрайнер. Шрайнер — это та часть масонов, которые вот
думают про то, что, ну, как бы эксплуатируют как бы исламский миф, вот это вот как раз что знание с исламом связано и так далее. Вот, например, первый ИГИЛ, это 1937 года фреска, на которой написано ISIS. На самом деле это не исламское государство, а Исида. Потому что, да, тут же и Осирис. Да, то есть вот как ты говоришь, Шрайдер? Шрайнеры. Это шапочка Шрайнеров. Это американский масонский орден людей достаточно богатых, которые, например, одно из послушаний, масонство всегда связано с charity, и одно из послушаний Шрайнеров — это цирк. И подчас, то есть вот эти вот богатые люди едут, наряжаются клоунами, едут там к детишкам, их развлекают. Подчас это, конечно, выглядит достаточно зловеще. Шрайн, Вот. цирк. Да. Шрайнер — это от слова шрайн. Да. Вот. И ты считаешь, и ты говоришь, они были близки к исламу? Или они считали это просто их впечатлили исламские ритуалы. Ну, это еще одно очередное напоминание, что есть еще знания, которые вот пришли, вернулись из исламского мира, касаемо античности и так далее. То есть это еще такая традиция, идея. То есть эта связь с Востоком, она продолжалась Да, все абсолютно. столетия. Вот. Воображаемая или иногда, наверное, даже и реальная. Да. А вот что касается Франции, то да, вот эти ритуалы, которые пришли с якобитами во Францию, они стали разрастаться и превращаться в более такие мистические ритуалы. Во-первых, они были такие солидные, ну и очень мистические. Вот, например, тоже это манускрипт из ритуала, это градус рыцаря короля солнца, по-моему, так он назывался. Это тоже 1767 года ритуала, это 1763 года. В чем смысл этой схемы? Ну, здесь много. Вот это две масонские колонны, ступени масонского храма. А здесь уже именно ангелов. Тут уже вот начинается такая вот свойственная для рыцарских и всех вот этих вот континентальных европейских степеней мистика такая, да. Вот видишь, здесь Габриэль, тут вот именно ангелов, например, да. Вот, анима спиритус, вот все. Анима спирита, этот масонский треугольник. Ну, это как то, что вверх и вниз, да, то, что приписывается Гермесу Тrisмегисту, что вверху, то и внизу, то, что расшифровка как раз печати Соломона, да, как раз то, что на небе, то и на земле, что вверху, что и внизу. А вот этот шар, крест наверху? Ну, это крест, одновременный кадуцей, вот как ты видишь, две змеи, вот, шар, скорее всего, как раз связанный, ну, типа орфического яйца, типа вот сферы земной, вот такая история. Так это модель мира? Что это вообще? Ну, это как аллегорическая картинка, это как вот трейсинг-борд, то, что называется, вот у нас есть в свернутом виде трейсинг-борд 5-метровая, например, да, вот эта вот вещь. Вот это вот? Да. Так. Она будет выставлена, там солнце, луна. Тут вот дальше масонский алтарь изображен, мы просто не сможем к нему уже открыть, рука снисходящая. Вот, это какого времени, это какого происхождения? Это, да, это как бы уникальная вещь в первой половине 19 века, английская. Английская? Да, да. Наполеон ведь не любил масонов. Нет, почему? Наполеон был весь окружен масонами, и он очень был близок к масонству. Например, там, не знаю, вот, например, его министр внутренних дел Чаптал, вот у нас есть его личное письмо. Он был химиком, и он был масоном и был министром внутренних дел при Наполеоне. Сейчас я не найду эту бумагу. У нас вот он, вот министр де интерьер, вот подписанная князем Чапталом. Вот, он был масон. Вообще и братья Наполеона были масонами, и отец Наполеона был масон. То есть масонство там просто, ну, как бы везде, и оно было использовано. Вот он, Чаптал. Подпись его, это вот его указ. Ну, какой-то внутренний указ, совершенно не связанный с масонством. Просто нам нравится, что у нас есть документ, подписан известным масоном, да. Я люблю вот эти документы, которые связывают все, и время, и пространство. Вот мы только что нашли тоже выданный 3 глобусами в Бранденбурге. Это берлинская ложа, которая как бы главная ложа в Германии была. Там несколько было главных лож. Вот Берлин, вот 3 глобуса самая известная. Она была выдана Франсуа Легуай,
вот, который был как раз тоже наполеоновским генералом. Он принял масонство в 1808 году именно в Бранденбурге. Ну, скорее всего, даже продолжил, потому что военная ложа, она передвигалась, просто вот он получил еще там этот сертификат. Вот, и он умер после московской кампании в 1812 году в районе там Каунаса. Ну, то есть это очень интересно, когда все совмещается, да? Да. То есть, ну вот, ну, военные в ложи... масонских историях это постоянно происходит. Да, и военные ложи, да, действительно, они вот очень интересное явление такое, походные ложи. И они были... Им приписывается, кстати, и участие во французской революции, что вот очень было много военных лож, поэтому военные, в общем-то, не помешали революции, да? Вот, но то, что вот говорят, например, вот после такого, ну вот, например, вот такого, вот мы тут видим газету, одну из первых таких французских газет, но она вот как раз со времен революции, 1793 год, и вот здесь якобы масонские знаки, хотя это в Франции использовались они очень широко. И также, например, есть вот бюллетень французской тоже революции 4-го Термидора, то есть 24-го Термидора 4-го года революция, 96-й год. Вот, тоже якобы с масонскими знаками. После этого Екатерина, ну и в силу своей уже старости, наверное, стала масонство запрещать, потому что стала бояться революции. Но на самом деле, это вот мы подходим к антимасонской комнате у нас, которая начинается с папской буллы, конечно, но вот именно сам большой дискурс о том, что масоны революционеры, что они связаны с евреями, да, а для этого в символическом ряду масонства сколько угодно материал, потому что, ну, та же Каббала была христианская пика для Мирандола, там не важно уже, что она христианская, значит, типа Каббала, и вот все эти знаки Давида и так далее. На самом деле это просто символический ряд, никакой связи с евреями не было у ранних масонов особенно, потому что они, может быть, были и не против, но сами евреи бы не хотели, чтобы их Тора лежала на алтаре, потому что твоя святая книга должна лежать во время обряда на алтаре. Вот, и вот про это пишет, первую вот эту историю сильно развил Брюэль. Аббат Брюэль, где он написал, что якобинцы вместе с евреями, там при поддержке иезуитов, они, значит, были авторами французской революции. Какая-то правда есть в том, что революционеры были Д'Антон, Марат, понятно, там еще до революции умерший Вольтер, который, в общем, был бы, наверное, за, и сама ложа девяти сестер. Вот, они были масонами. Ну, также и Людовики были масонами, и их братья были масонами, и были масонами почти все знать французская. Людовики были масонами. Да, там не все, но два точно. То есть два точно. И получается, что у нас французская революция, вот у нас есть как раз времен французской революции диплом с подписью Гильотена. Вот Гильотен. Получилось, что французская революция — это когда, значит, одни масоны рубили головы другим масонам с помощью устройства, которое придумал третий масон. В общем, какая печальная шутка про французскую революцию. И поэтому вообще вся эта история про участие в революции, да, конечно же, масонство за новый порядок, вот это Артур де Чал, порядок из хаоса, новый порядок мировой и так далее, в контексте демократии и так далее. То есть поэтому Америка, ну вот по масонским традициям, вроде как вообще масонская страна, сделанная там Вашингтон по масонским как бы проектам архитектора, опять же, да, французского, опять же. Вот, и как бы сами здания закладывались по масонским обычаям, и сама... Ну, здания, может, закладывались, действительно. И сам акт о независимости подписан там отцами основателями, большинство из них масоны, да? Но документы Конституции не писалась не по масонским образцам, она никакого отношения к масонству. Понятно, что она была написана Джонсоном по... Джонсон, как президент, был он третий, по-моему, четвертый президент, Джефферсоном. Вот, написался Джефферсоном, ее правил Франклин. Отцы-основатели. Кто-то из них был масоном, кто-то много не был. были масонами, да. Но... Окей. Но сам документ, там ты видишь какие-то следы масонской традиции в самом тексте Конституции?
Ну, там больше такие революционные традиции, какая-то часть, да, масонской как бы истории с этим связана. Открытость, демократия. Но в этом и есть свобода, равенство, братство, да, то есть как бы, ну, во многом еще дань традиции английскому масонству насчет того, что мы свободные люди, да? Ну, в общем, после сочинения вот этого аббата, значит, масонство стали связывать с революцией. Например, российские императоры, несколько раз запрещая масонство, они исходили именно из-за этого, что вот где масоны, там конспирация, это была правда, то есть действительно масонские ложи или эти кружки невозможно контролировать. Там внедряешь туда шпионов, стукачей, они перестают стучать, ну или, допустим, они исчезают по каким-то причинам, такое тоже бывало. Но действительно, значит, контролировать их нельзя, значит, умные люди пишут, типа, что это ведет к революции, давайте лучше запретим. Такая была логика. До запрета масонства Александровны, в принципе, были почти все как бы царские офицеры, офишелы, да, были масонство, там, руководитель почтамта там, и так далее. Ну, то есть это известно, куда привело, да, у нас... к декабрю 25 года. Ну, понятно, что вот как раз относительно восстания декабристов история про масонство в этом контексте вполне уместно, да, упоминается, что действительно вот эти ребята, они были большинство масоны. И, ну, при этом и руководитель охранки того времени был масоном, да, то есть тут, опять же, одни масоны как бы рубят головы или вешают других масонов, вот. Но если вот открыть русскую масонскую книжку, ну, то есть это перевод с немецкого на самом деле, но посмотреть просто на то, что для русских масонов вот в масонстве важно, ну, это чистая такая христианская философия стиля там Якоба Бёме, да, скажем, вот, про все хорошее против всего плохого, но... До какого времени книжка? Это как раз начало самого 19 века, и как бы мы помним, что и просвещение в России как бы пришло поздно и синхронно с масонством. То есть Московский университет создавался масонами, типография Новикова та же, которая печатала все книги, это масонская типография и так далее. Поэтому для России скорее просвещение. Где просвещение, там, конечно же, может быть смена строя, если он ретроградский. Да, и в декабре это было фактически восстание декабристов, попытка, но не случилось, к сожалению, демократической революции, как во Франции, да, которая, в принципе, потом уже была признана, и там вот недавний день взятия Бастилии стал уже в 19 веке признаваться как день единения нации, образования вообще такой новой французской нации. Но октябрь уже абсолютно не связан с масонством, то есть, может быть, февраль связан, конечно, там Керенский и так далее был масоном. Но, опять же, это небольшая масонская как бы история, и не напрямую связана февральская революция с масонством, а октябрьская — это совершенно антимасонская революция, потому что после октября масонство в России исчезло. То есть там в 20-е годы еле-еле какие-то ложи оставались, но уже все выехали, уже встали во Францию. Ну, потому что временное правительство было, ну, состояло из масонов ну, и старообрядцев. Ну да, ну масонство просто вот само по себе чуждо часть. вот этим вот социальным утопиям, как бы реализованным уже, потому что масонство, оно, конечно, утопично, оно строит какую-то социальную утопию, но если ее построить именно вот в таком исполнении, как советской власти, то вот все, что касается всего советского лагеря, то масонства не было весь этот период. Его восстанавливали в 90-х. Ну, вот я как человек, который учился в советской школе, значит, у меня первое представление о масонстве из уроков литературы, значит, по «Войне и миру», Лев Толстой, там, значит, это ведь в «Войне и мире» рассказывается, ну, да, обряд инициации. Да, безусловно. Как вот через, значит, подземную какую-то туннель тащит завязанные человека, глаза, который... там, Да. А расскажи, у тебя там есть такая замечательная картинка, как вообще происходил этот обряд инициации и какое он имел значение для настоящего масона? Ну, вот здесь, на этой картинке, это такие, в принципе, закрытые картинки для лож, то есть, чтобы они как бы не очень забывали, как вот и те же ритуалы, которые был печатный, вот мы показывали, он абсолютно с закрытой части ложи, то есть оно не показывает. То есть, почему завязывают глаза человеку? Потому что его могут не принять, а он увидит масонов, там увидит уже ритуал, вот, и это неправильно, да, то есть... Поэтому, в принципе, сейчас эти картинки достаточно открыты, просто их можно увидеть там в интернете, ну, как бы часть уже культурного кода, поэтому все их видят, но полностью описывать, как бы, вот с точки зрения масонства, то, что там происходит, нельзя, но
Здесь, в общем, это тоже известная история, вот посвящение третий градус, смерть Хирама, и вот брата проводит вот через этот ритуал, да, который посвящается в третий градус. Да. При этом, когда вот в чем масонство интересно для многих, и как бы вот даже сейчас эта магия остается, да, потому что сейчас вот у нас есть тут вот новые какие-то вещи, вот Великая Ложа Латвии, да, 2008 год, вот десятилетие Великой Ложи Латвии в 2003 году, например, да, литовские современные, то есть сейчас масонство же тоже существует, и как со своей обрядовой стороной, все осталось так же, если Со своей ты... благотворительностью. И с благотворительностью обязательно, да, все школы, и как бы есть масонские разные Они практикуют такой ритуал и сейчас? Да, так как есть небольшие разницы, там в одном ритуале есть там один вид ритуала, другой, ну, в общем, эти 3 градуса более-менее похожи, и как бы если ты попадаешь там в ложу и видишь там ритуал вот этого градуса, то он практически идентичен вот этим картинкам, и это удивительно. Ну, да. почему они тыкают саблями в человека? Ну, там они не тыкают в него саблями, там они просто стучат ими, да, то есть, да. То есть Ну, это они какие-то тыкают. рецидивы, это какие-то пережитки, что кровавого ритуала древности? Считается, что да, действительно, что масонство с этой инициатической системой, оно восходит именно к мистерийным практикам, к Египту, к элевсинским мистериям, которые тоже считаются во многом там из древних Но египетских это был мистерий. кровавый ритуал, потому что вот на этой картинке, Не смотри, кровавый, здесь... на этой картинке тут не только эти вот шпаги, которые... Ну и вот эта кровь, это кровь Ну, убитого кровь- Хирама. На самом кровь деле на полу, это, да. Мгм. это мы, во-первых, как бы это легенда о Хираме, которого убили, которого те мастера, не мастера, а ученики fellowships, которые хотели выведать секреты, да, раньше, чем им положено. Это, во-первых, легенда о том, что всему свое время. Во-вторых, это легенда, которая вот многие считают, что там те же древние саркофаги Египта во многом были не гробы, а с ящиками инициации, да, такими как депривационными, да, вот, что То через есть них надо временные, пролежать. временные Как такая какие-то вещи. танатотерапия, да, то есть, что через смерть, ну, там во всяких магических системах, опять же, там тоже, к которым масонство сейчас ссылается, что умершление как бы желаний и плоти дается ясный взгляд. То есть ты все время на все смотришь через свое желание. Смерть — это умершление своих и желаний, и своей личности, своего эго, и тогда ты более ясно видишь. И вот эта метафора, то, что ты должен умертвить в себе вот эту метущуюся сущность, которая не позволяет тебе ясным взглядом увидеть как бы этот Я не мир, знал этой который теории, есть. что саркофаги делали, типа, использовали 2 раза, да, то есть делали для молодого человека, помещали его туда на время, потом он выходил просветленный, саркофаг ждал, и потом, значит, он уже ложился навсегда. Как бы. Но тут скорее как бы, что они были просто универсальными, ну как вот в ложе есть там какие-то инструменты, да, ритуальные, так что он мог быть для многих, да. То есть есть такая теория. Возвращаясь к инициации, значит, это посвящение в третий градус. Но третий градус один из низших, правильно? Нет, третий градус — это в ионической системе главный, то есть низший ученик. Это до 20-х годов, до 23-4 года 18 века был только Апертайнс, Покажи ученик. вот ту таблицу с Но в этой чинами. в этой таблице этого Она мне нету. понравилась, потому что там есть философ, Да, адепт. это уже мистические вот эти все градусы, которые там вот, например, вот этот ритуал, о котором ты говоришь, он использовался там 10 лет всего во Франции. Вот они, да, эти градусы. Но это уже как бы высшие градусы. Ну, то есть... Да, вот это очень интересная таблица. Да, вот базовые градусы, видишь, вот они для всех лож одинаковые, 3 градуса. Апертанс, enter, то есть вхождение, ученик, подмастерье, феллоукрафт и мастер мейсон. До 20-х годов 18 века был только 2 градуса, то есть был вхождение, ученик и товарищ фellowship, а мастер был уже как офицерское звание. Но потом его вот ввели как градус. Это же тоже звание, да, вот последующее. Это Да, степень. это уже высшей степени. Они Слушай, некоторыми даже не менеджеры, признаются. менеджеры и типа... Это уже другие организации. То есть это другие организации. То есть вот ионическая ложа, символическое масонство, голубая ложа называется еще, потому что это Иоанна Креститель. Это, кстати, очень сильно связано с Ренессансом, потому что и да Винчи считается был ионитом, и вот этот знак
Иоанна Крестителя как первого человека, в принципе, который посвящен христианству еще до Христа, его культ и его изображение, вот они, вот этот знак Иоанна, вот, он был действительно, возможно, как знак тоже своего рода тайного общества, которое тогда было. И вот ионические ложи, они вот эти 3 градуса все содержат. Для многих масонство с этого начинается, с этим кончается. Ну и каждый промоушен, вот, переход на следующий уровень, он тоже предполагал... Повышение это Он предполагал повышение, он предполагал инициацию. Да. То есть Да. это Каждый вот также- этот градус также инициируется. в тебя тыкали саблями? Не саблями, там другие виды посвящения, там, Они связаны с разными известны. легендами, обычно библейскими, да, то есть И- вот уже там, с библейскими. Давидом, например, Ага. там, или там с кем-то еще, то есть из Евангелия, из Библии, там много. Например, там один из ритуалов там, Королевской арки связан там, с нахождением ковчега, да, то есть эти ритуалы, они все связаны с какой-то там историей, да, вот есть там книги ритуалов, вполне как бы официально изданные. И вот, например, ритуал Королевской арки, например, это не находит ковчег. Понимаешь? А эти книги имели свободное хождение? Ну, они, по идее, издаются для ложь. Да, но, в общем-то, не было такого способа, чтобы исключить, чтобы мы с тобой ее почитали, да, вот сейчас. Это там человек умер, понимаешь, вот все эти вещи, они откуда? У нас там на аукционах вот такие вот ящики, которые являются масонскими чемоданчиками, на которые они ходят на работы, на масонские, ну вот, участие ритуала, да. Вот, и в нем все открываешь, там фартук, там вот этого брата, там какие-то документы о его там посвящении в тот или иной градус, там какие-то медали его и так далее. Китайская лампочка. Это лампочка, в которой светится знак масонский. Это неоновая лампочка, она рабочая, между прочим. В музее она будет у нас светиться. Вот такие ящики, тут, конечно же, в них лежит и ритуал и так далее. То есть, ну, я там, допустим, там человек там масон, да, у него умер, у него родственники взяли, продали за 10 фунтов где-то в антиквариате, да. И все, и книжка ушла, и как бы такого, конечно, очень много. Скажи, в ленинском правительстве были масоны? Да нет, разумеется, там уже все было уничтожено. Все убежали. И потом все эти десятилетия советской власти. Но отслеживаются такие не связанные, как бы не признанные Великой Ложи Англии, как бы ложи там, до начала 30-х, как бы розенкрейцерские. То есть они были такие мистические общества скорее. И их когда разоблачали, то ну, они просто оговаривали себя масонами и так далее. Ну, их сажали периодически. Да. Ну, на самом деле это не было связано с масонством. А так вот действительно важно про музей рассказать, что это вот такая структура, где мы рассказываем вот про истоки, рассказываем про существующие все вот эти схемы, ложь, градусов, откуда это, значит, повелось и как бы как это сейчас. Это вот этот музей, вот этот. Вот Рижский музей. Masonic Museum EU, да, это на сайте у нас есть. У нас в Фейсбуке вот сегодня уже у нас появился 100-тысячный подписчик в профиле Фейсбука. А Фейсбук это масонская ложа? Скажи, когда ты надеешься открыть этот музей? Я думаю, что этой осенью мы все-таки приблизимся к открытию. Я надеюсь, что этой осенью. Сейчас очень не хватает пожертвований, не хватает денег, потому что мы уже вложили тут больше 500 000 евро. Мы купили еще помещение. У нас сделан проект ведущей компании международной, музейной, да, именно проектировщиком. Там будет магия волшебная, все подсвечено, правильные стрелки. Скажи, а есть такие музеи в Европе или вот в постсоветском пространстве? Существуют ли такие музеи? Частных музеев, ну, например, есть там маленький частный музей в Праге, который абсолютно не релевантен, там очень все глупо сделано, очень мало вещей, то есть вот такого объема, потому что мы работаем со многими историками во всем мире, да, то есть они мне звонят, говорят или пишут, вот, дескать, какой-то очень важный артефакт, вот, например, у нас куча вещей, которые мы покажем, все манускрипты ритуалов, которые мы можем найти, мы приобретаем, они очень разнятся, потому что есть там как бы разница между печатными и рукописными. Вот, например, это несколько градусов Шевалье Тевтоник Кадош и просто Шевалье Тевтоник Сен-Жорж. Вот, это французские ритуалы, но связанные, опять же, с Северной Европой, да, ну, с Тевтоны, да. Вот, например,
ритуалы, изданные в Стокгольме, но переписанные вручную. То есть мы нашли печатное издание этой книжки все-таки. Вот, например, ритуал, который протомасонский. То есть это в немецком, значит, городе, в Бранденбурге, по-моему. Вот, Бранденбург, да. Вот, здесь был такой вот New Order, он, по-моему, назывался. То есть это вот такой как бы протомасонская ложа. Это книга, где вся знать конца 18 века этого города вписалась. Тут же есть ключик к этому, мы это перевели все. И это представляет очень высокую научную ценность. То есть все эти, это не просто вот какая-то такая серийная вещь, это все действительно большой пласт знания, который требует огромного участия ученых, и мы это будем открывать все. В Скандинавии есть такие музеи? Есть музей в Стокгольме закрытый, только для масонов, он внутри ложи Стокгольма. Вот. Есть музей во Франции открытый, который Гранд Ориан де Франс. Есть музей в Лондоне открытый, который музей абсолютно идентичен, в общем, всей этой луже, которая начиналась с 18 века. То есть это главный музей, там все, конечно, то есть это основа, да. Вот, и он открытый. Но вот частных музеев такого масштаба, конечно, нет еще. И это будет первый. И поэтому вот сама стройка проекта, вот эти 100 тысяч, которые мы пытаемся сейчас вложить в стройку проекта, собрать для того, чтобы вложить, это огромные затраты. Мы не можем просто их сами потянуть. Сейчас мы прям вот очень просим всех помогать. И, к сожалению, помощь. А вещи, ну вот, например, Конституция ложи — единственный уставной документ, который сделал Киплинг, Редьярд Киплинг, строитель молчаливых городов. Вот за этот фартук там нью-йоркская масонская ложа очень меня как бы не любит, потому что это самый старый фартук штата Нью-Йорк. Этот фартук принадлежал как раз в контексте Декларации о независимости официалу вот этому, который впервые публично озвучил Декларацию независимости 19 июля 1976 года на ступеньках в городе Олбани. Вот это его фартук личный. Это самый старый известный фартук в штате Нью-Йорк. Так что масонские ложи современные не любят твой музей? Нет, ну почему? Мы находимся в контакте. Я надеюсь, что то пространство, которое будет в самой большой комнате музея и будет представлять ритуал, оно просто покажет пространство, в котором происходит ритуал, оно может использоваться для ритуала, мы можем принимать действующие масонские ложи, чтобы они там проводили свои работы, потому что в таком интерьере масонские работы будут, конечно, для них очень важны. Почему бы им не заняться благотворительностью, не дать себе недостающие деньги? Все, кто может, кто чем может, помогает. То есть нельзя сказать, что там местное масонство как-то не помогает, да, или там международное. То есть, как правило, помогают и советами, и людьми, и переводами, и документами, и какими-то вот даже какими-то пожертвованиями в качестве там экспонатов, да. Но нет такого, что ты связан с одной определенной масонской ложей? Нет, конечно, потому что мы, если сами, например, масоны регулярные, вот то, что подходит к английской ложе, не могут, например, сотрудничать с масонами там, демократических французских лож, которые там, в XIX веке стали нерегулярными из-за того, что они не стали признавать деизм и могли принимать атеистов к себе в ложе. Они разошлись с английским масонством. Это два разных направления сейчас. Но мы все это собираем вместе и показываем, потому что это действительно часть истории одного движения. И только так можно собрать, потому что вот английская ложа, она не показывает французов, французы не показывают англичан. А мы пытаемся показать действительно вот весь комплекс масонства, даже если эта часть не признается другой частью, допустим. В России никакого музея такого нету, да? Нет, нету. У нас много каких-то российских экспонатов, у нас много и российских предложений. Взять тот архив, этот архив, чтобы здесь показать, мы вот над ними думаем. Потому что в России пока это не То есть из прекрасной России будущего сюда будут ездить специальные туристские группы, которые, значит, либо бывшие масоны, либо будущие масоны будут сюда и сейчас ездят. смотреть на настоящие объекты. Вот у меня завтра будет экскурсия из Эстонии, и часть там из России. Все ездят постоянно смотреть эту коллекцию, и когда это будет музей, будет намного удобнее и более спектакулярно это будет показано. Здесь у нас сколько метров? 30, а там 300. 300 метров? 300 метров. И там вот комнаты? Там несколько пространств. Сначала там кафе, магазин и пространство входа, потом пространство про известных масонов. Вот.
президент, там Киплинг и так далее. Потом пространство предыстории масонства, вот, которому мы уделили время. Потом зал истории масонства 1, зал истории масонства 2 и выход через зал антимасонства, где вся вот эта пропаганда, протоколов сионских мудрецов там и так далее. И тогда, и РЕН-ТВ, да, и тогда просто после того, как человек все это посмотрит, он увидит уже всю призму, что это вообще. Он выйдет настоящим жидомасоном. Какая? Нет, он просто увидит, что на самом деле вот вся эта пропаганда и весь этот жупел, который он на самом деле из такого поверхностного взгляда родился, что любое минимально глубокое рассмотрение этой истории разрушает все стереотипы. Так что твой музей будет просветительской организацией. Ну, как масонство был просветительской организацией, я думаю, что музей должен соответствовать как бы этой идее. Без фанатизма. Ну что ж, ни пуха, ни пера. Спасибо. И ждем приглашения на открытие музея. Спасибо огромное. Есть.